Сегодня мы отправимся в Мар-дель-Плату на автобусе. Поделимся лайфхаком, как можно дешево добраться из Буэнос-Айреса. Посоветуем места, где лучше снять жилье, где найти пляжи, не забитые туристами. Насладимся тишиной, природой, отличной февральской погодой. Искупаемся в теплом океане. Попробуем местные морепродукты. Встретим мой день рождения. И все это в прекрасном городе Мар-дель-Плата. Рано утром мы собрались и пошли на автобусную остановку, чтобы добраться на общественном транспорте до автовокзала Ретира. Билеты мы брали в кассе на втором этаже за месяц до поездки. При покупке наличными билет выходит в 2 раза дешевле, чем в интернете при оплате онлайн. А сегодня мы отправляемся в Мар-дель-Плату на неделю отпраздновать мой день рождения, посмотреть океан, в общем-то провести прекрасные последние недели лета, аргентинского лета, и мы вас берем, конечно же, с собой. Наше путешествие начинается, мне кажется, будет много всего интересного. Но мы оделись очень тепло, мы надели джинсы, кроссовки, потому что в Мар-дель-Плата хочет нас встретить дождем и не очень хорошей погодой. Мы все же надеемся искупаться в океане и хорошо провести время. Но наш автобус уже подошел. Он двухэтажный, хотя нам сказали, что он будет одноэтажный. И мы надеемся, что наши места находятся наверху. А еще у нас с собой пакет с едой. Я не знаю, насколько это будет этично кушать в автобусе, но вроде можно, потому что ехать 5,5 часов. Sí. 11 y 12 van al 17 y 18. 17 y 18. Spanish? Un poquito. 17 y 18 arriba. Muchas gracias. Проходи. Выбирали места. Ну, это бизнес какой-то. Ого! Вот это да! Это что за бизнес? Что за бизнес? Что за бизнес, сука? Я тоже об этом подумала. Так, нам дали какие-то новые места. В общем-то, когда мы были у кассы, мы спрашивали о том, будет ли двухэтажный автобус или нет, потому что мы хотели поехать на втором этаже. Ну, лично я хотела точно поехать на втором этаже. Но в итоге нам сказали, нет, будет одноэтажный автобус, и тут приезжает двухэтажный, и нам меняют места. И я догадываюсь о том, что, скорее всего, кассирша передала просто, что я очень хотела быть на втором этаже. Обзор автобуса, на котором мы едем. Вот так он откинулся. А, нифига, блин, ты уже открыл? Это вот такая вот штука для ног. Ремни безопасности, пожалуйста. Такое широченное кресло. Здесь есть туалет, но мы еще его не нашли. Потом здесь есть какая-то инструкция, не знаю, с подачей воды. В автобусе есть кондиционеры, здесь можно этим управлять для подзарядки. Здесь должен быть свет, скорее всего, и даже кнопка вызова водителя. Как я и сказала, ехать 5,5 часов. У нас есть много еды и туалет. Что еще нужно для комфортной поездки? Ребята, ваша активность невероятно помогает в продвижении наших роликов. Если вам нравится то, что мы делаем, то, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, если еще не подписаны, и напишите в комментариях, какой вид отдыха предпочитаете вы – спокойный и умиротворенный или активный и энергичный? Видео из нашего путешествия я решила разделить на 2 части. В этом видео мы будем отдыхать от суеты Буэнос-Айреса, наслаждаться природой и тишиной. Но также вас ждет еще и 2-я часть, но об этом я расскажу позже. А пока устраивайтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром этого видео.
Миша, только говори с выражением это. Твоя задача тут. Извини. Давай, а то обратно уедем. Мар-дель-Плата через 3, 2, 1. Сейчас идем искать автобус, на котором мы поедем до дома, который мы арендовали. Вы его посмотрите дальше. А пока все очень миленько, симпатичненько. Все нравится. Доехали, надо сказать, удобно. Было пару казусов. Я, допустим, сел на жевательную резинку. Пришлось экстренно чистить штаны. Но это все мелочи. Так что сейчас идем в магазин. Покупаем чего-нибудь с собой покушать, попить. И держим путь до апартаментов. И немного местного колорита. Так, нас высадили в поле. Мы проезжали город, мы проезжали центр. За нами еще немного и будет пляж. Но нам нужно заселиться. Сейчас мы спишемся с хозяйкой апартаментов. Если нас запустят чуть раньше, мы заедем раньше. То есть мы ехали 5,5 часов до Мар-дель-Платы. Потом прошли 2 квадры и ехали еще 1,5 часа. Главный зонт. Вот главный зонт мы взяли, потому что в ближайшие 2 дня должен идти дождь, но не факт. Возможно, погода нам улыбнется, но солнца нет. Довольно пасмурно, но тепло. Ощущается как плюс 27. Такая сразу тишина. По традиции воздух свежий такой. Пахнет зеленью, деревьями, да? Скошенной травой. Так, ну что, у нас небольшой частный домик, в котором мы будем праздновать мой день рождения. Мы сняли его на 2 дня. У нас есть помимо бассейна Париша. Вот здесь мы будем кушать. Здесь мы будем жарить мяско. Сейчас мы пройдем. Домик маленький, уютненький, небольшой. Хорош. Да, все необходимое есть. Тут даже пахнет чистотой, в принципе, Снизу что больше. убирались. Да, тут мы драться будем, наверное. Вот сюда вместе ляжем. Так, тут у нас небольшой душик. Здесь у нас кровать. Ну все. Что еще нужно? Лавочка еще. Сидишь, Лавочка, да. смотришь на улицу, кушаешь. А что? А что? За что мы заплатили, да? Угу. Надо пробовать бассейн. Холодная? Купались в бассейне, немного отдохнули и сейчас пойдем к океану. Сейчас уже 4 часа, поэтому у нас нет каких-то супер грандиозных планов. Это, скорее всего, уже будет завтра. План сегодня посмотреть океан, купить что-нибудь покушать. Так немного разморило, потому что мы выпили, покупались и, наверное, очень сильно устали в автобусе. Но тут невероятная тишина. Вот на контрасте сейчас с Буэнос-Айресом, конечно, такое умиротворение, спокойствие. Ты расслабляешься, замедляешься.
скажи в микрофон. Температура окей. Егор просто хотел ближе в грудь мою посмотреть. Ребята, ну мы дошли до океана, и это первый океан, который мы с Егором увидели. До этого у нас были разные моря, озера, реки, но это наш первый океан, и он случился здесь, в Аргентине, в Мар-дель-Плате. Вот, такое невероятное ощущение, он такой кажется бескрайним, просторным, не знаю, эти волны, они как будто тебя могут укутать и унести обратно туда, куда-то подальше. В общем, немного страшновато, но мы сегодня уже купаться не будем. Мы просто вот наслаждаемся, мы помочили ножки. Ну и завтра обязательно мы залезем. Завтра еще температура позволяет для того, чтобы залезть туда. Температура воды сейчас около 22 градусов. Но если это не точно, на экране будет точный градус воды, который сегодня. Вот, поэтому запах потрясающий, атмосфера классная, люди отдыхают, купаются, такие красивые виды. Ну и, конечно, вот бескрайне. Вот смотришь и думаешь, боже, Атлантика, ты такая огромная, такая обширная. Ну, в общем, блин, не знаю, мне просто переполняют эмоции, чувства. Мне безумно нравится. Вот знаешь, что я подумала? Что здесь не наставлены вот эти рестораны, музыки нет какой-то громкой. Здесь есть будки спасателей, ну, имею в виду здесь. Да, мы не находимся в центре, мы сняли на 2 дня немного вдали от центра для того, чтобы снять домик именно с бассейном и с грилем. Алена спросила, как мне. И мне в целом тут тоже прикольно. Мне нравится, что большой простор, из-за этого как-то не скучкованы люди очень близко. Мне кажется, мы увидим обратную ситуацию в городе, ближе к городу. Но сейчас прям классно. Не загружено, кайфово, все на чиле, на расслабоне сидят, попивают мате. Дети строят песчано-грязевые штуки, видимо. На сегодня мы, наверное, говорим океану пока. Уже завтра мы в него залезем и попрыгаем обязательно на этих волнах огромных. Так, ребят, ну что, чем ближе вечер, тем больше мы устаем и начинаем меньше записывать видео. Мы сходили к океану, как вы знаете. Потом мы сходили в продуктовый магазин, чтобы взять на завтрак. Завтра на гриль, мясо, овощи. Мы вернулись в апартаменты, немного отдохнули, полежали, потому что встали рано. Конечно, хочется уже прилечь и просто не вставать. Завтра уже будет более активный день. Мы пойдем купаться, мы будем встречать мой день рождения, праздновать мой день рождения, мое 27-летие. Но сейчас мы идем кушать. Так как мы сняли в таком очень тихом месте, не в самом центре Мар-дель-Платы, я не скажу сейчас, как называется этот район. В общем, я думаю, что информация, поделюсь, она будет у вас здесь где-то на экране. Очень мало там продуктовых магазинов, кафе, поэтому выбор у нас небольшой. И вот нашли, что нашли. Но вроде заведение неплохое. Тут съемка видео запрещена. Если что, тут сидит сова или филин. Короче, посмотрите на звездное небо. Так приятно здесь идти, хоть и темно, не буду говорить как где, но не страшно. Вот я по Буэнос-Айресу, когда иду вечером по новому району, где мы сейчас снимаем, мне страшно. Да, вижу.
А здесь не страшно. Всем привет, у нас тут происходит день рождения вот этой леди, самой прекрасной на свете, и для нее небольшой сюрприз был подготовлен, который она сейчас пойдет смотреть. Глазки закрывай. Глазки закрыть. Открывать. Ого! Милька! Это тебе праздничное настроение. Это как ты когда успел? Это ты там надувал просто? Блин, вы же еще не знаете, что тут. Столько шариков. Фелис 27. Они. Как ты их надул? Было тяжело. Ну, их же вообще очень сложно вот эти надувать. Столько шариков. Как я люблю шарики, боже мой. Опа. Ничего, так тоже хорошо. Ладно, задавай. Загадывай желание. Я сначала их трубочкой, короче, надо надувать. Я сначала, у меня нет трубочки. Оказалось, во-вторых, была трубочка, но я сначала разрезал этот. Короче, из-за того, что не нашел трубочку, вон, тут видишь двоечку. Это вторую трубочку я нашел, а так я отрезал палочку от этой и с помощью нее надувал. Трубочки. Вот эти с помощью трубочки. Это ты знал об этом? Нет. Не знал? Нет. У меня никогда не было цифр вот таких в виде шариков. Понимаешь? Понимаю. Ну, не зря ждала час или во сколько я проснулась? Ну, ты рано проснулась. Сегодня мой день рождения. Меня уже все поздравляют. Ждем классный день. Сейчас мы наслаждаемся в бассейне с сидром, поедим тортик, покайфуем, еще много раз покупаемся, и потом уже скоро пойдем к океану, попробуем там водичку. И сейчас на улице где-то 28 градусов, солнце на мой день рождения. Вот оно не должно было быть, но оно пришло и греет наши тельца и наши сердца. Вот так вот Мар дель Плата встречает со мной мой день рождения. За это и большое спасибо. С днем рождения меня. Всем привет, ребята! Сегодня отмечаем Аленин день рождения. Вы, наверное, хотите какую-то интересную историю про Алену услышать. Их много, но обо всех них она сама расскажет. А я хочу вам рассказать про то, как же интересно и хорошо тут как-то очень спокойно, умиротворенно, по крайней мере за городом. Поразило то, что вокруг многих домов просто нет забора. Ну, то есть он либо какой-то такой чисто символический, либо отсутствует. И очень редко попадаются заборы с колючей проволокой или под напряжением. Просто в других местах, где мы были, были мы немного где, например, в Мендозе. В Мендозе прям все дома с заборами, колючими проволоками. Видимо, там чутка поопаснее в этом смысле. Также поразило большое количество хвойных деревьев. Хвойные деревья дают потрясающий запах. И вообще воздух. Мы тут не устаем дышать свежим, приятным воздухом. Сразу захотелось почему-то. Странно. В Патагонию. Говорят, в Патагонии тоже очень круто. Не знаю, круче или нет, чем здесь. Это мы обязательно съездим и узнаем. Но вот этот country life просто восторг. Видимо, мы все-таки в душе деревенские ребята. Поэтому нам доставляет удовольствие. Подобный вайб, подобный отдых. Свежий воздух, вкусная еда. Замечательная жена рядом. Cheers! Ну что, мы пришли к океану, чтобы поплавать. И еще раз я вам показываю прекрасные виды. Сегодня намного солнечнее и немного ветренее, чем вчера. И волны просто огромные. Но люди все равно есть, и они тут купаются.
Ребят, вы пока скажите, а как люди купаются с семьями, допустим, сюда приходят и оставляют здесь вещи? Ну, типа, вдруг кто-то украдет. Ну, я не говорю даже про Аргентину, даже в России, где еще. Мне кажется, во всех странах ты всегда сторожишь вещи, потому что ты за них переживаешь. Как это работает здесь? Потому что я вижу, что многие просто ставили вещи, но, видимо, у них ничего ценного, просто одежда, покрывало, попить, ну как-то, или просят других присмотреть, я не знаю. Вот, но Егор уже по колено в воде, но он слишком далеко. Куда он идет? Он потерял меня, представляете? Он думает, что он так пловец. Далеко уплыл просто. Ну, сейчас посмотрим, как через 3, 2, 1. Машу ему. Ну, он не заметил. Не, ну я же, правильно, я же как хорошая жена, я помахала ему. Сейчас мне придется встать. Ты меня потерял. Ну как вода? Я не барахтался, я прыгал на волнах, было очень классно. Я захотел попробовать серфить, кстати, потому что, ну, прям классное ощущение. Я прям кайфанул. Такая мощь, ты заходишь, тебя сразу как будто затягивает. Ну, типа, сейчас как пойдешь, поймешь, о чем я. Вода прям мощнее, видимо, из-за количества, чем было в Черногории ощущалось. А там ты заходишь, типа, как в басик, а тут ты заходишь, она прям подтягивает. Там, насколько я понял, главное под серф не попасть. Как-то их стараться избегать. Гребень волны бьет, если она подходит к гребню, то ты на ней подпрыгнуть можешь успеть, и прикольно будет. Вот. Но если гребнем ударит, тоже не страшно. Не так больно, но ощутимый толчок, но не больно. Мне 27 лет, и я встречаю день рождения с любимым мужем в прекрасной Аргентине. Я счастливый человек. У меня есть друзья, близкие, любимые подписчики, которые смотрят сейчас это видео. И я говорю вам большое спасибо. Егор сделал вкусное мясо на гриле. Мы отлично провели отдых в уединении вдали от города. Во второй части мы поедем в центр города, чтобы посмотреть все главные достопримечательности Мар-дель-Платы. Сейчас будем идти по пирсу в дождь и сильный ветер, чтобы дойти до маяка. Встретим морских львов, поедим вкусно и недорого морепродукты в самом центре, поиграем в казино. Много всего интересного вас ждет в новом видео, не пропустите!